Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Как-то в комментариях мне написали: ну сколько можно тряпками трясти? Да, я опять трясу тряпками. Почему бы и не тряхнуть стариной? Ведь песок еще не сыпется. Изо всех сил избавляюсь от лоскутков, но они размножаются путем деления. Я смогла из оставшихся лоскутков вырезать кусочки шириной 7 сантиметров, а длиной сколько получится? Примерно 10-12. Для удобства работы ткани можно немного рассортировать по цвету. Светлые, бежевые, зеленые, синие, красные. А теперь будем сшивать их по коротким сторонам. Шить придется много. Длину строчки делаем мелкой, крепкой. Цвет ниток берем нейтральный, светло-серый или бежевый. Закрепки в начале и в конце делаем обязательно. Нитки не обрываем, шьем гирляндой. Естественно, при шитье стараемся, чтобы лоскутки были распределены равномерно. Отшитые пары разрежем, тщательно расправим швы и продолжим сшивать их дальше. Теперь будем соединять по 4 детали вместе. Так работа будет идти гораздо быстрее. Отшитые ленты надо тщательно проутюжить с паром, подтянуть и расправить все швы. Длину ленты делайте такой, чтобы хватило закрыть 1-2 полосы. А сейчас уже перейдем непосредственно к шитью большого лоскутного полотна. Ткани основы соединим иголкой с ниткой с куском холстопрошивного полотна. И поверх него нарисуем вспомогательные линии. Я это сделала с помощью маркера. Конечно, можно все шить прямо, но мне захотелось сделать наклон 45 градусов. Уложим первую цветную полоску, а поверх нее закрепим полоску из отделочной ткани шириной 5 сантиметров. Зацепим булавочками. Обратите внимание, в этом месте у нас идет расширение полотна, поэтому оставляйте запас ткани с краев. Прошьем это соединение на швейной машинке. Готовую полоску отогнем, расправим и приставим следующую цветную деталь. Также заколем булавочками и прошьем на швейной машинке. Естественно, что на этом этапе можно обрезать лишние уже прошитые ткани. В процессе работы за швейной машинкой ткани располагайте так, как вам удобней. Основная тяжелая масса должна лежать с левой стороны. Так мы шьем и шьем дальше. Прошили, отогнули. После цветной лоскутной полоски пришиваем однотонную. В процессе работы ориентируемся на намеченные линии. Они нам не дадут уехать в сторону. Можно сразу же делать стежку, прошивать декоративной строчкой уже пришитые детали. Так мы сразу укрепляем полотно.
Порядок работы простой. Пришили, отогнули, зафиксировали декоративной строчкой. Прикладываем и пришиваем следующую полоску. Когда все полотно зашито, надо его тщательно проутюжить, выровнять края и отрезать лишнюю ткань. Что делать дальше с такой заготовкой, каждой мастерице решать самой. Можно сделать коврик, можно ланчматы. Из этого может получиться прекрасная декоративная подушка. А мне захотелось сшить большую летнюю пляжную сумку-шопер. Сапожник без сапог. Те сумки, которые я шила чуть раньше, как-то очень быстро нашли себе хозяек. Мудрить ничего не будем. Шьем самым простым способом. Размер заготовки получился 45 на 80 сантиметров. Для начала приготовим 2 длинные ручки по 65 сантиметров. И еще нам надо закрыть бейкой 2 короткие стороны. Бейка у нас просто прямая полоска ткани с шириной 5 сантиметров. Теперь определим места крепления ручек. Найдем середину короткой стороны и по обе стороны от нее отложим по 8 сантиметров. Ручки закрепим булавочками. А пришивать их просто. Сначала закрепляем их в нужном месте открытым срезом наверх, потом отгибаем и пришиваем конвертиком. После того, как пришили ручки, переходим к дальнейшей сборке сумки. Прошьем боковые швы. Изначально, когда я нашивала цветные полосы, у меня утеплитель немного не доходил до края. Так и было задумано. И края получились тонкие. Это прекрасно, потому что сейчас мы просто выровняем их и по лицевой стороне проложим строчку. А дальше просто вывернем нашу заготовку, тщательно расправим и подтянем швы. И сделаем еще один шов уже внутри сумки. Так мы сразу же делаем очень красивое и прочное соединение. И уже не надо эти швы как-то дополнительно обрабатывать. Сформируем дно сумки. Развернем и расправим углы. От угла отложим 4 сантиметра. И через эту точку проведем перпендикуляр. Эти прошитые углы можно отрезать и обработать бейкой, а можно оставить и так. Если они вас смущают, то пришейте их к швам внутри сумки. И получилась у нас очень симпатичная лоскутная сумка-шопер. Яркая, нарядная, веселая, летняя пляжная сумка-шопер. Она очень вместительная. После всех швов размер получился 42 на 38 сантиметров. И еще у меня остались ленты. Это замечательно, потому что, используя этот подбор цветов, можно нашить еще много чего интересного в комплект к сумке. Ждите продолжения в следующих видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!